Всем привет, с вами Кайф Патруль, и сегодня мы прибыли на место The Quarry, чтобы выяснить, имеется ли тут кайф. Так что задержимся до выяснения обстоятельств. Начнем с отношения к жанру интерактивного кино. Познакомился я с ним, проходя Until Dawn от этой же студии. И она мне очень понравилась, особенно в принципе эффекта бабочки. В детстве мне очень нравился фильм с таким названием и рассказанные в нем последствия от любых действий персонажа. Также от этой студии я играл в Dark Pictures Anthology, Man of Medan и Little Hope. Также я играл в Heavy Rain и Detroit Become Human от Quantic Dream. И все они вышли до The Quarry, так что давайте разберемся, стала ли эта игра новым витком в эволюции жанра, или же она топчется на месте, паразитируя на давно избитых клише. Но для начала, чтобы не отвлекаться в дальнейшем, давайте поговорим о спонсоре данного видео. Спонсор данного ролика – это я. Так что поставьте лайк, напишите комментарий, ваша активность поможет развить канал и добавит мне мотивации делать новые видео. Заваривайте чаечек и погнали! Нас встречает катсцена, в которой под свет киношной полной луны двое будущих вожатых чуть не сбивают кого-то на машине, но уходя от аварии улетают в кювет. Встречают копа, который говорит, что в ночи им не стоит ехать в лагерь, а лучше поехать в отель переночевать и только с утра двинуть к цели. Но им на советы дяди Степы плевать, а добравшись до лагеря, они находят нечто настолько необъяснимое, что парня по имени Макс ранят, а девушку Лору вдруг вырубает тот самый коп. Ну и Ubisoft представляет. Не знаю, что с этой игрой не так, но есть ощущение, что с лицевой анимацией какие-то косяки. Их не было мной замечено во всех вышеупомянутых играх, а тут постоянно бросается в глаза, что как бы странно, ведь это относительно свежая игра. Периодически напоминает La Noire, где лицевая анимация была сделана гипертрофирована для лучшего понимания, отчего в некоторых местах был лютый кринж. Ну и давайте тогда здесь же сразу поговорим о QTE. Как известно, QuickTime ивенты — это основная часть геймплея игр данного жанра. Не буду распинаться, как в Heavy Rain сделали неутомляющий, вроде даже уникальный на тот момент QTE. Просто скажу, что здесь это сделано для крайне нерасторопных людей. Тут проспать его можно только уйдя заваривать чай. Да и то, если ты и попить его решишь на кухне. Просто вспоминая, как в Until Dawn я из-за проваленных QTE лишался персонажа, и это отражалось на повествовании, то тут даже говорить об этом не хочется. Но раз здесь на QTE не зацикливались, видимо, нас ждет шикарный сюжет, ведь по всей видимости все силы были переброшены на него, если не на анимацию и геймплей. Нас перекидывают в будущее, где лето кончается и 7 вожатых готовятся к отъезду домой. Чтобы не путаться, давайте так. Качок, детектив Пикачу, Дуня, Катя, Капитан Крюк, Смазливый и Стерва. Реальных имен вы все равно не запомните, как и я. Итак, Качок был брошен Стервой, так как их летний роман подошел к концу. Дальше они разъедутся в разные штаты, и отношения на расстоянии ей не нужны. Но наш Качок парень бравый, тряпка и каблук, ломает тачку, на которой они должны были уехать, чтобы провести еще день со своей бывшей и добиться ее вновь. Все крайне не рады тому, что уехать не смогут, и очень встревоженный глава лагеря говорит, чтобы детишки сидели в доме и не выходили, а сам куда-то сваливает. Ребята решают устроить тусовку, набрав бухла и еды, посидеть у костра. Наступает вечер, и пока Дуня со Смазливым пытаются перебороть стеснение, на них нападает Вервольф для бедных. Видимо, когда поняли, что отрисовывать нормальную шерсть слишком дорого, а делать херово не хочется, решили, что сделают оборотней тупо лысыми. Вервольф ранит Смазливого и, потеряв след Дуни, растворяется. И давайте уясним сразу, в этой игре тупое все. Юмор, поведение персонажей, как будто им лет по 11, и игра держит нас за такого же. Ну, к примеру. В игре есть охотники, которые ничего нашей отсталой семерке не объясняют, но постоянно угрожающие молча движутся в их сторону, на деле помогая им. Вымолви они хоть словечко в качестве объяснений, сюжет бы сразу посыпался. Во-вторых, дальше по игре, если вам с первых пары, тройки, десятка раз не станет понятно, то вам прямым текстом скажут, что это оборотни. А ты сидишь и такой: да я уже давно понял, что оборотни, дальше-то что? А дальше еще час будем обмусоливать эту тему, где каждый из омерзительной семерки будет переобуваться. То это оборотень, то лысый тощий медведь, то снова стопудово оборотень, а потом опять какая-то ахинея. Тянут не стесняясь. И я понимаю, что повстречая такое в жизни, сам бы не поверил в их существование, но это будет происходить даже после того, как Смазливый на их глазах метнет Дуню через длиннющее помещение и после дроби в пузо скинет кожу и выпрыгнет в окно, причем сама Дуня начнет сомневаться, был ли он оборотнем. Я не знаю, может у них в Америке есть какая-то аллергия на свинец, после которой все сбрасывают кожу и начинают прыгать на 10 метров в длину.
Итак, все герои разбегаются кто куда, чтобы проще было погибать. Капитан Крюк с детективом Пикачу отправляются в радиорубку, чтобы отправить сигнал СОС. При починке оборудования первый получает свою кличку, ведь его в руку кусает оборотень, и чтобы инфекция не распространилась, он просит отстрелить ему руку. А меня дважды просить не надо. Оказывается, что все это время двое из начала игры чалились на нарах, ведь их арестовал коп, который оказался заинтересованным лицом в данной ситуации. Мол, все куда сложнее. И тут поднимем все отсылки, присутствующие в игре. Оказывается, 6 лет назад приезжал цирк, в котором был мальчик-волк. Одной девочке стало его жалко, и она устроила пожар, чтобы под шумок его вызвали. Но огонь разгорелся слишком сильно, и как мне кажется, чтобы детки не жидели, волк укусил брата девочки, а тот саму девочку и батю. Так они смогли пережить пожар. С тех пор каждое полнолуние они превращаются в оборотней, а вся их большая семья охотится на того самого мальчика, чтобы его убить и снять проклятие со своих родственников. Ну что могу сказать, спички детям не игрушки. Что самое интересное, этот твист открывает не прорву сюжетных дыр, а просто черную, мать ее, дыру. Во-первых, у них есть клетки под напряжением, почему оборотни не сидят в них каждый раз, а хер пойми где гуляют. Или им как Жеку не подготовиться к тому, что и так заранее известно. Во-вторых, почему в ночь, когда задержались ребята, оборотни вообще носятся по округе, хотя они знали, что будут люди и могли подготовиться? В-третьих, смена в лагере длилась несколько месяцев, а это значит, что как минимум 2 полнолуния были при наличии детей в лагере. Но все ок, ничего не произошло. В-четвертых, мы можем отключить свет в доме, и знаете, что произойдет? Правильно, автоматически откроются клетки с оборотнями, безопасность на высшем уровне. Никакого дополнительного источника питания не завезли. Видимо, бегающие по округе лысые псы – это не такая уж и угроза. В-пятых, периодически во вставках нам показывают местную ведущую, которая оказывается призраком и матерью того мальчика-волка. И как это вообще все работает, игра решила нам не объяснять. Шестое. В течение игры мы находим улики, и их как бы следует собирать, чтобы потом иметь возможность свою правоту доказать. И я обрадовался, ведь то, что в Until Dawn ребят не замели копы, кажется каким-то чудом. Ведь свидетелей их невиновности не было никаких. Тут к уликам подошли довольно нетривиально. В конце игры выживший отправит их ведущим подкаста о паранормальных явлениях, который слушает детектив Пикачу. И этот радиоэфир оказался самым прикольным из того, что есть в этой игре. Ну и что там дальше в игре? Идем мы, значит, с шерифом за мальчиком-волком. Как тут мать-призрак просит нас его пощадить и не убивать мальца. А я взял, да и убил. Поймите правильно, я не кровожадный. Просто про этого парня нам ничего толком не известно. Нет никакой предыстории персонажа, не сформировано наше отношение, из-за которого можно было бы решить проблему иначе. А вот что наши друзья-тупицы стали оборотнями по его милости, это проблема, которую мы можем решить быстро и эффективно. Представьте, что вот существует Влад Цепиш, известный как колосажатель, за свою любовь посадить людей на кол и смотреть 3 дня, как они умирают в муках. Так он еще и вампиром стал, людей похищает и кровь пьет. И тут какой-то левый персонаж просит вас его не убивать. Как вы поступите? Да, может быть, за всем этим стоит какая-то нереально трагичная история, которая перевернула бы все с ног на голову. Но вам ее не рассказывают. После этого все встает на круги своя. Кто умер, тот умер, а кто был оборотнем, излечился. Такой вот конец. И все это незамысловатое действо размазано противной зловонной массой на 8 часах игры. Да, там есть и какие-то мелочи, которые дополняют историю, но чаще всего просто куча воды. Тупого юмора и нелепых сцен с персонажами в самом разгаре периода полового созревания. А на сдачу куча крайне неудачных перебивок между динамичной нагнетающей сценой и спокойными посиделками у костра. Даже при огромном желании испугаться, спокойная и довольно красивая мелодия не способствует погружению. Игра сама работает против мистического настроя. Что же по итогу можно сказать о The Quarry? Тупое говно тупого говна. Говно. Да и пожалуй все. Я реально не понимаю, как Supermassive Games умудрились, делая одинаковые игры и даже целую франшизу в этом же жанре, выпустить такой лютый шлак. Такое ощущение, что бюджетом этой игры была бутылка водки, а руководителем старший клининг-менеджер студии. Лицевая анимация хуже, чем в Heavy Rain, на секундочку, 2010 года выхода. Тормознутый однообразный QTE вообще позор какой-то. Мне даже стало интересно, что будет, если его провалить. Сюжет это вообще что-то с чем-то. Создается ощущение, что они взяли все клише жанра подростковых ужастиков и использовали их максимально топорно. Даже в очень страшном кино, высмеивающем эти клише, их было меньше. А вот вам самый страшный момент игры. Так что кайфа тут однозначно нет, игру не советую никому, а посоветую вам поставить лайк и написать комментарий. Можете даже поделиться этим видео с друзьями, чтобы они не вляпались в The Quarry по незнанию. Всем спасибо и до встречи в новых видео.